Всем привет, с вами Ганзи, и это новая серия сюжета «Цепи судьбы». Это часовая серия, как я и обещал в прошлом видео. И за то, что эта серия часовая, можете сказать еще раз спасибо Санчесу, потому что он собрал на нее. Те, кто не могут поддерживать канал и этот сюжет материально, то не забывайте про ваш актив. Это одна из лучших поддержек в данное время. Лайки, комментарии, подписки, колокольчики, подписки на телеграм-канал, репосты этого сюжета друзьям. Этот сюжет не стыдно репостить и делиться с друзьями, согласитесь. И я не думаю, что это так сложно. И давайте уже начнем. Цепи судьбы. 22 часть. Глава 22. В поисках правды. Сколько бы жизни ты ни прожил, из раза в раз будешь совершать ошибки, порой гораздо страшнее, чем в предыдущей. Такую мысль в меня вбил нянята, который прожил не одну жизнь, но он же и поведал, что это наш шанс становиться лучше, мудрее, добрее к миру и его обитателям. И здесь нет никаких «но» и, быть может, хватит оправданий, есть лишь один правильный выход. Я вновь поднялся наверх, идя по коридору, видел, как из каждой двери выглядывают пациенты. Это и правда были женщины, дети, старики. Они смотрели на меня со злостью и страхом. Мне даже удалось слышать их тихие перешептывания. «Опять этот идет! Небось, мало кровопийцев из Канохи!» – возмущалась бабушка. «О боги, только бы с Тамадачи-саном все хорошо было!» – молилась женщина. «Страшный дядя! Мама, смотри!» – говорил мальчик, прижимаясь к ней сильнее. Вот значит, кто я на самом деле. Не герой, что защищает людей, а монстр, который может лишить людей возможности на спасение. Думаю, так и было, но не сейчас. Я постучал в дверь. Голос изнутри устало проговорил: «Войдите». Мои ноги сами понесли меня внутрь. Я посмотрел на Тамадачи. Тот сидел за столом, держась за голову. Беспорядочная кипа бумаг все еще не уменьшалась. «Что вы хоть...» – начал он, поднимая голову, но, увидев меня, сказал холоднее: «Пришли закончить начатое?» Я отстегнул пояс катаной и кинул ее на небольшой диван. И да, и нет. Решили меня убить голыми руками, чтобы меньше крови было, или же своими глазами? Я пришел поговорить. Нам не о чем разговаривать, капитан Учиха!» – выкрикнул тот. «Но если это все, то выйдите вон. У меня много работы». Я был в полном замешательстве, но в эту секунду в голове прозвучали слова Рин. «Я верю в тебя». Сжав кулаки, я совершил настолько низкий поклон, насколько мог. «Прошу вас, Тамадачи-сан, мне лишь нужно, чтобы вы меня выслушали». Наступила тишина. Я не намерен был отступать. Наконец послышался протяжный выдох, и Иренин тихо промолвил: «Это ведь она тебя сюда направила, да?» Я поднял голову. Тамадачи грустно смотрел на стол. Его серые глаза выглядели такими одинокими и безжизненными. «Не совсем так. Я сам сюда пришел, но без Рин так бы и остался упертым бараном. Прошу, выслушайте меня. Делайте, что хотите», – сдался Тамадачи. Я встал напротив него, собрался с силами и начал говорить все то, что действительно думал. «Когда вы говорили мне о том, что задача шиноби убивать, то были правы. Я ведь действительно только и делаю, что лишаю жизни таких же, как и я. И то, что никто не видит работу ренинов, тоже верно. Каждый день вы трудитесь, чтобы не дать погибнуть чьему-то отцу, брату, мужу, сыну, дочери, жене, другу или подруге. Вы не различаете людей по кланам, деревням и социальному статусу. Для вас главное человеческая жизнь, которая бесценна. Я слишком увлекся важностью своей работы тут, настолько, что совершенно забыл истинную цель – скорейшее прекращение войны, всех этих жертв». «Ты говоришь так, будто бы знаешь об этом», – выкрикнул Тамадачи, весь трясясь. «Мы мальчишки, капитан, что мы видели, нас даже всерьез не воспринимают». Я хотел ответить, но тут в голове вновь загудело. Вместо Ирьянина перед глазами всплыл образ того поля, место, где я схлестнулся с Наруто. Поток воспоминаний неумолимо впечатывался в память. Я видел этого мальчика, что лежал на земле, а его подруга, Сакура, кажется, изо всех сил пыталась спасти паренька. Несмотря на страх перед смертью, она самоотверженно поддерживала жизнь в умирающем теле. Тысячи шиноби, грязные, окровавленные, уставшие, но готовые
готовы отдать жизнь, чтобы война прекратилась. Все они стояли против меня, чудовище, что назвало себя Мадара Учиха. Воспоминание оборвалось. В моих глазах все замелькало, из последних сил я уперся в стену. Тамадачи подскочил ко мне и обеспокоенно проговорил. «Обита, что с тобой?» Я в порядке, правда», – отвечал я, пытаясь прийти в норму. Сердце бешено стучало, перед глазами все еще мелькали остаточные образы. С каждым разом мне дается это все труднее и труднее. Черт, не хотелось бы подохнуть. Собравшись силами, я посмотрел в глаза стоящему рядом Тамадачи и ответил. «Ты во многом прав. Но мы можем доказать, что способны быть ничуть не хуже, чем старшие товарищи. Рано или поздно они уйдут, и нам придется занять их место. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы не дать другим поколениям увидеть ужасы войны. Ты упрямец, это всего лишь слова. Я понимаю, ты не обязан мне верить и прощать тоже, но я все же хочу извиниться. Наговорил всего, не зная тебя как человека. Все из-за ревности, крин и глупости. И я знал, что не готов быть джунином, но отчаянно пытаюсь доказать, что могу им быть самому себе. Тонкая струйка крови вновь пошла из носа. Последние образы прошлого испарились. Зрение вернулось, и я тяжело выдохнул. Тамадачи помог мне сесть на диван со словами. «Не могу смотреть на тебя в таком состоянии, ты явно нездоров, Обита Учиха». Он тут же начал лечить меня. Приятный поток теплой энергии разошелся по телу. Через несколько минут мне окончательно полегчало. «Фух, странная болезнь, как будто из тебя просто чакру выкачивают. Ты знаешь, почему так?» «Нет». — солгал я. «Сейчас это не важно. Ох, опять ты о своем. Не успел в себя прийти, как вновь старую песню поешь. Если тебе так важно, то я отвечу, что прощаю. Хорошо? Успокоился? Нет. Чего тебе еще надо? Расписку для Рин? Нет. Тамадачи, дай мне поработать тут хотя бы несколько часов». «Чего?» – воскликнул он, вскакивая с дивана. «Ты точно сумасшедший. У тебя ж даже медицинских техник нет. Я буду делать любую работу. Уверен, рабочих рук тут не так много». Тамадачи отвернулся и подошел к окну. Он довольно долго молчал, скрепив ладони за спиной, и наконец тихо проговорил. «Зачем тебе это? Хочешь осветлить себя перед ней или передо мной? Чего ты добиваешься, я не могу понять. То приходишь и угрожаешь, теперь просишь прощения и работы. У тебя расстройство личности? Ты точно псих». Я усмехнулся. Тамадачи повернулся и серьезно посмотрел в мои глаза. «Может, ты псих, но когда я шел по коридору, то видел простых людей. Они все очень любят тебя и переживают. Для них и для тебя мы чужаки, что способны лишь приносить беды и боль. Но я так не хочу, не желаю играть по таким правилам. Может, это покажется эгоистичным, но в Конохе у нас все друг за друга стоят горой. Но сейчас мы сражаемся тут, бок о бок с вами, каждый на своем фронте, но за общую цель – закончить войну. Я хочу помочь этим людям. Вот моя цель – понять то, что чувствуете вы, увидеть мир, который ранее считал чужим. Поэтому прошу тебя, дай мне эту возможность». Я вновь склонил голову. Тамадачи вновь отвернулся к окну. Прошло несколько секунд. Он громко рассмеялся и ответил. «Нет, ну ты точно псих, напрочь. Таких оптимистичных дурачков я еще не встречал. Но теперь я понимаю». «Что? Почему она выбрала именно тебя?» – тихо и грустно ответила Ирианин. «Не знаю почему, но послушав весь этот поток слов, я почувствовал надежду, веру в то, что наш мир все еще способен на понимание и дружбу, заботу и страдания. Знаешь, когда всех Ирианинов увели, я тоже, как и ты, уговорил людей не бросать госпиталь, но время шло, никто нам не помогал. Я озлобился. Это звучит по-детски, но я не могу так просто этого забыть. Понимаю. Но мой учитель сказал, если можешь спасти человека, сделай все возможное. Не думай о том, кто он, друг или враг, ведь его так же, как и тебя, кто-то ждет дома, а убийства породят лишь цикл ненависти. Разорви его, Тамадачи, прояви сострадание. Знаю, старик наивен, ведь меня, скорее всего, убили бы, как и его, наверное, уже. Но он, так же, как и ты, твердо верил в свои убеждения. За это я его и уважал, и тебя тоже. Значит, ты дашь мне шанс? Ладно уж, а то сенсей не простит». После этих слов юный Ирианин засмеялся. «Я дам тебе бумагу. Пойдешь к медсестре, она даст тебе форму. От работы не отлынивай. На ближайшие 3 часа ты работник госпиталя». «Есть!» – отчеканил я. Мы оба рассмеялись. Тамадачи выписал мне бумагу и поставил свою печать.
Когда я уже собирался выходить, остановился и сказал: «Завтра мы уходим в лес искать шиноби скрытого камня». «Вот как? Надеюсь, ты позаботишься о наших товарищах. Я уже тебе говорил, что не бросил, тогда и сейчас не брошу». Знаю, просто проверил тебя», – съязвил я. «Ну ты и урод, капитан Учиха». «Ха, а вы тут в скрытой траве через одного ублюдки, так что все честно». Вновь помолчав, я сильно сжал ручку двери и решился. «Позаботься о Рин, если меня не будет рядом. Уверен, что тебе это под силу». «Хорошо», – тихо проговорил он, а затем спустя мгновение продолжил. «Обита, да?» Нас с ней связывает лишь работа. Рин – хороший товарищ, и я не собираюсь делать что-то за твоей спиной. Правда. Знаю, прости, что пелена ревности закрыла мне глаза. Не вини себя, я ведь ничем не лучше. В смысле, Рин красивая, она мне нравилась. Я думал, что лучше тебя, а оказалось, продолжал оправдываться Томодачи. Он и вправду хороший парень. Как всегда, чутье Рин не соврало. Она всегда умела видеть людей изнутри, заглядывать в самые дальние уголки их душ. Наверное, поэтому я и Какаши не убили друг друга, ведь она всегда была рядом и знала, как остудить наш пыл. Я не лучше тебя, уж поверь, но спасибо. За что? Я ведь... За все, Томодачи. Ты и правда хороший человек. Добродушно и тихо промолвил я. С этими словами я вышел из кабинета, не давая ему сказать что-то мне в ответ. Наконец-то, внутри моей души, впервые за день появилось чувство правильности. Быть может, это и было то самое звено, которого мне не хватало. Не играть в Джоунина, а оставаться самим собой, несмотря на звание и положение дел. Ведь именно в силы такого меня и верит Рин. Как и ожидалось, путь исправления весьма труден и тернист. Когда я подошел к медсестре, та посмотрела на меня уничтожающим взглядом. В ее глазах читался гнев, злость, отвращение, и все это одновременно. Трясущимися руками я протянул бумагу, что выписал Томодачи. Увидев ее, девушка грустно выдохнула и жестом велела идти за ней. Мне выдали рабочую одежду, наподобие той, что была у Рин. Так и начались мои несколько часов работы. Сначала я нес тяжелые ящики, в которых были остатки лекарств со склада. Каждый из работников больницы старался всячески меня нагрузить, помимо всего основного. Чаще всего они просто говорили «Эй», но вскоре за мной закрепилась чужак из Канохи. «Эй, чужак из Канохи, ты здесь не вымыл пол!» – кричал один санитар. «Чужак из Канохи, почему все еще не принес капельницу в 5-ю палату?» – возмущалась медсестра. «Работай быстрее, уволень!» – строго командовала пожилая работница больницы, которая, очевидно, была самой опытной из медсестер. Так я и бегал от одного человека к другому. К сожалению, для местных я справлялся, хоть в душе предал их всех огню от скопившегося негодования, но вскоре я осознал, что именно поступки меняют отношение к тебе, а не слова. Видя то, как я стараюсь, мне хоть и нехотя, но доверили помочь пациентам. Так я отправился кормить тех, кто не способен был сам этого сделать. В основном это были маленькие дети или пожилые люди. Когда я впервые вошел в палату, то люди уселись на свои койки и стали недоверчиво на меня смотреть. Легкие перешептывания, наподобие тех, что я слышал в коридоре, пока шел к Томодачи, донеслись до моих ушей. Явился демон. Не иначе, как отравить нас решил. Молчи, это убьет. Я выдохнул и проверил список, что мне написала медсестра. Первой была бабушка, которая безучастно сидела на своей койке. Я подошел к ее кровати, поставил тарелку на столик и тихо сказал: «Извините, я могу вас покормить?» Бабуля странно посмотрела по сторонам. «Извините, я тут», – все так же тихо промолвил я. В эту секунду она повернулась ко мне лицом, все стало ясно. Бабушка была полностью слепа, ее глаза смотрели куда-то в пустоту, а блеск в них давно погас. Я грустно выдохнул, но тут же старушка улыбнулась и проговорила своим скрипучим голоском: «У меня гости, как я рада, столько лет гостей не видала». Я немного опешил от такого каламбура, но не ответил. Бабуля нащупала мою руку, ее холодные, тонкие пальчики перебирали по моей ладони. «Мальчик, почти юноша, с очень тяжелыми мыслями, но чистым сердцем, присядь». Я удивился еще больше и машинально сел. «Это тебя тут демоном кличут?»
спросила она, не отпуская моей ладони. «Да», – воцарилась тишина. Прошло около минуты, и старушка резко выпалила. «Ну и дураки, какой же это демон? Это мальчик!» Все обратили на нас внимание, начались перешептывания. Затем бабушка потрогала меня за лицо, подергала за уши, нос, похлопала по щекам. Я не мог пошевелиться. Неожиданные действия старушки просто обескураживали и обездвиживали. «Так еще и красивый!» – воскликнула бабушка, улыбаясь. «Я-то уж и правда демона ждала, а тут просто мальчик. Чего вы меня, дураки, обезнадеживаете? Бабушка тут уже зрение надеялась вернуть, а вы? Чтобы глаза мои вас не видели?» Ха-ха-ха. Шепот перерос в открытую беседу. Я покраснел от неловкости, но нашел в себе силы и спросил. «Прошу прощения, могу я вас покормить?» «Меня? А что сегодня дают?» «Кашу», – ответил я, смотря на нечто непонятное в тарелке. Задумчиво протянула она, затем лукаво улыбнулась и проговорила. «Сам попробуй сначала». «Но ведь это ваша еда, а я с тобой делюсь. Пробуй», – настояла бабуля. Я сделал вид, что съел ложку. Вкусно!» Старушка отвесила мне подзатыльник. «Я, может, и слепая, но не глупая. Ешь!» Делать было нечего. Собравшись с духом, я впихнул в себя жижу. Вкус был ужасный. Даже описать не могу, насколько мерзко. «Чего притих? Вкусно? Честно?» – проговорил я, держась за живот. «Конечно!» «Это отвратительно». Вот это по-нашему. Говорила я им, что варят неправильно. Пустили бы меня на кухню, я бы там следила за всем. Ну, тогда вдвоем будем мучиться. Ложку тебе, а потом мне. Но... Ладно, так мы и ели мерзкое подобие каши. Каждый раз, съедая ложку, я и бабуля ругали это странное блюдо. Когда закончили, она вновь погладила мою руку и сказала: «В жизни тоже так бывает, молодой человек. Как самое лучшее блюдо может испортить один неправильный ингредиент, так и впечатление о человеке портить один нехороший поступок. Но все можно исправить, если стремиться, да?» «Да, вы правы», – ответил я, улыбнувшись. В эту минуту в палату зашла медсестра. Она вытаращила глаза, и вся затряслась. «Госпожа Юи, вы поели?» «Да, не скажу, что понравилось, но, к счастью, не видела, как блюдо выглядит», – весело ответила старушка. «А вот мальчику не повезло. Демоны тут вы, а не он». «Вы заговорили!» – радостно воскликнула девушка, падая на стол. Я подошел к ней и прошептал. «А она не говорила?» «Да, с тех пор, как ее сын погиб на войне, сидела просто и смотрела в никуда. Тамадачи-сан кое-как вводил ей пищу через зонд, но мы уже потеряли надежду. Как ты это сделал?» Просто спросил, и все. «Не верю. Это какие-то трюки шиноби, точно!» – не поверила мне медсестра. «Чего вы там бубните? Несите воды, что ли, а то каша комом в желудке стоит. А мальчик молодец. Рука у него такая же, как и у Кора моего. И душа будто солнце летним днем. И кому тут требуется открыть глаза-то? Прозреть не мне надо, а вам, люди». После этого каламбура, прозрения, бабушка вновь повернулась ко мне и протянула руку. Я положил ее ладошку на свою. «Спасибо вам», – прошептал я. «Запомни вкус этого блюда так же, как запоминаешь свои ошибки. Если хочешь стать лучше, то совершенствуй тело и дух, мой милый». «Да, обещаю, бабушка Юи». После этой ситуации отношение ко мне изменилось. Слухи разнеслись быстро, и люди стали охотнее идти за мной на контакт. Я исполнял работу за работой, не гнушаясь самых сложных дел. Каждый человек рассказывал свою небольшую историю. Слушая их, мне стало понятно, почему же мы тут так нелюбимы. И дело не в том, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Нет. Дело в том, что эта деревня давно живет такими небольшими стаями, стараясь остерегаться чужаков. Узнав о бабуле Юи, Тамадачи примчался в палату и сжал мне руку. Окружающие, что заметили это, тепло улыбались, радуясь маленькой победе этого госпиталя. Так прошли 3 часа. Дело шло к вечеру. На улице уже темнело. Все рабочее время я старался не попадать на первый этаж, чтобы не пересечься с Рин. Мне было ужасно стыдно от своего поступка, а слова извинений никак не могли собраться в целостный текст. Тем не менее, когда я сдал форму, медсестра протянула мне флягу воды, похлопала по плечу и сказала:
Спасибо за помощь, добряк из Канохи. Теперь они мне придумали новую кличку, а имени так и не спросили. Что за люди? Но я не мог не улыбнуться. Все же они меня признали, хоть и таким своеобразным образом. Я довольно долго топтался у палаты, где лежали наши шиноби. Мне сказали, что Рин сейчас там. Выдохнув, я тихонько отворил довольно скрипучую дверь. В помещении стояла темнота, лишь небольшая лампа, что стояла на столе, освещала палату. Я слегка заглянул внутрь и увидел, что Рин лежит на столе, головой. В ее руке едва держались несколько листов бумаги, на которых было написано куча всего. Под голову она подложила ту самую книгу, что ей подарила Нана. Видимо, хотела прочитать, но уснула. Я осторожно вошел внутрь, и в этот момент от одной из коек вышел тот самый пухлый парнишка. Увидев меня, он вытянул указательный палец, затем открыл рот и хотел закричать, но я резко приблизился и закрыл ему рот. «Тссс, ты чего удумал?» – злобно процедил я. «Оки, да?» – тот кивнул. «Меня зовут Оби-Таучиха. Слушай, не бойся меня, я не причиню никому вреда, обещаю. Давай так, я уберу руку, а ты не будешь делать глупостей, хорошо?» Оки кивнул. После его согласия я убрал руку. Пухлый паренек поправил очки, положил руку в область сердца и выдохнул. «Фух, я так испугался», – тихо прошептал он. «А почему?» «Потому что видели бы вы себя, капитан, чистый демон. Так это ты меня так прозвал?» Прищуриваясь, вопросил я. «Простите», — сказал он тихо, падая на пол и кланясь мне в ноги. «Я не знал, что так будет. Пожалуйста, не убивайте». «Ты чего? Встань, дурак. Если Рин увидит, то точно меня возненавидит». «Ну, простите меня, я виноват», — продолжал конючить Оки, дергая меня за штанину. «Да прощаю. Правда?» – в слезах спросил тот. «Мне ничего не грозит?» «Абсолютно. Ай, все штаны заляпал. Фу!» – отмахиваясь, пробубнил я. «А, ну и славно!» – уже радостно проговорил Оки, вытерев слезы и слюни. «Вот ты гаденыш!» – возмутился я этому прекрасному театральному трюку. «Ха, простите, я правда очень слаб, поэтому часто пользуюсь этим приемом, чтобы меня не ругали. Ах, хотел бы я уметь так же, как и вы, принимать удары судьбы лицом, не трусить». Оки сел на стул и грустно выдохнул. Его голубые глаза выражали сильное сожаление. Он явно стыдился своей слабости. «Знаешь, иногда лучше не идти напролом», – подбодрил я его. «Ведь все мы чего-то боимся, а на преодоление преграды надо время. Думаю, ты еще все покажешь, ведь ты Чоунин Канохи». Да мне просто повезло им стать. Череда глупых случайностей, не более. Я ведь пошел только потому, что сенсей заставил. А теперь я тут на войне, и мне очень страшно. «Мы все рядом с тобой, Оки, ты наш товарищ», – ободрительно проговорил я, похлопывая его по плечу. «Говорите, как Рин-сэмпай, она тоже не любит, когда я унываю. Ее поддержка помогает мне стать лучше». «Да», – улыбаясь, тихо сказал я. «Рин всегда видит то, что у людей внутри. Поверь, если она видит, что ты хороший человек, то так это и есть. Просто не бойся ошибок и доверься своему чутью, шиноби, ведь оно же позволило тебе надуть меня и избежать гнева, а?» «Да, вы правы. Благодарю вас за добрые слова и простите за прозвище». «Не волнуйся, ведь оно помогло убедить людей в обратном». Я подошел к Рин и накрыл ее небольшим пледом, что висел на спинке стула. Моя ладонь сначала приблизилась к ее щеке, но затем остановилась. «Спасибо тебе, Рин», – прошептал я, а затем поцеловал ее в лоб. Оки покраснел, поправил очки и вежливо отвернулся. Я обратился к нему. «Послушай, у меня к тебе просьба». «Да». «Пригляди за Рин, чтобы она не перенапрягалась. Сам понимаешь, я не могу тут быть постоянно и...» «Заботливы вы, однако, капитан. Я сделаю все в лучшем виде, обещаю», – отчеканил Оки, прикладывая ладонь к виску, принимая дурашливую позу на стуле. «Только не смей конючить», – злобно прошептал я, давая ему щелбан. «Ай, черт, план провален. Ну, у меня есть много планов». «То-то же. Ладно, если что-то случится, тут же вызови меня». «Есть!» Я пожал руку добродушному толстячку и двинулся на выход. Хоть это место все еще вызывает смятение у меня на душе, но сегодня я многое понял и осознал, как важна работа между всеми людьми. Все мы словно звенья одной крепкой цепи, что стремится удержать этот хрупкий, но важный для всех мир. Вечернее солнце освещало деревню.
Люди, что работают на местных предприятиях, тащились домой, весело обсуждая планы на вечер. Даже охранники госпиталя, предвкушающие скорую смену, не бросили мне вслед ни одного оскорбления. Я же, наслаждаясь легким ветерком, плелся в наше временное жилище. Когда вышел из переулка, то заметил на улице весьма знакомое лицо. Черноволосый мальчик приветливо улыбнулся и помахал мне рукой. Я поднял ладонь в ответ и двинулся к нему. «Шисуи!» – добродушно начал я. «Ты тоже решил прогуляться?» «Отчасти. Мне было немного некомфортно в доме, и я решил найти вас, капитан». «Меня? Что-то случилось? Еда, что мы принесли, иссякла. Рю-сэмпай попросил найти что-нибудь на ужин. Я попытался, но меня и слушать не стали. Рынка я тут тоже не нашел. Также исключил вариант воровства по личным убеждениям». Вот как. Черт. Это что, нам есть нечего? А мои пирожки? Ну, те, что я спрятал. Нашли. Слегка усмехнувшись, ответил Шисуи. А затем поделили на всех. Нет. Ай. Их же бабушка готовила. Черт, так и не узнал, с чем они были. С ягодами. Вкусные, если вам интересно. Ну вот. Стоп, ты что, тоже слопал? Возмутился я, взяв Шисуи за плечи. Мальчик отвернул голову и тихо захихикал. Я выдохнул и свесил голову вниз. Ах, ну что за команда? Пирожковый отряд, черт подери. Шисуи вытащил из кармана белый комок бумаги, развернул его и протянул мне. Я увидел там небольшой пирожок, который сделала моя бабушка. И я не стал есть свой. Вот, держите, капитан. Добродушно улыбнулся мальчик. Резко взяв лакомство, я хотел съесть его, но остановился и разломил. Большой кусочек я протянул Шисуи. «Капитан, разве вы не хотели его?» «Ну уж я-то и дома наемся, а вот ты обязан попробовать. Пальчики оближешь, правда-правда?» Шисуи принял от меня пирог, а затем быстро его съел. Мне и так было ясно, как он сдерживался, чтобы не съесть его, но очень приятно, что этот мальчик так позаботился обо мне. «Вкусно?» «Да, спасибо большое, капитан. Если понравилось, то как вернемся домой, заходи на чай, бабушка печет их каждые выходные. Я постараюсь», – тихо проговорил Шисуи, устремляя свой взгляд на улицу. Мне стало интересно, на что же Юнна Чунин так отвлекся. Все оказалось просто. Рядом со скамейкой, где мы сидели и играли дети, множество шумных ребятишек примерно возраста 6-7 лет бегали, играя в догонялки. Однако внимание Шисуи было заострено на маленькой светловолосой девочке. Она была одета в скромное серое платьице. Малышка лет 4 пыталась угнаться за старшими ребятами. Те дразнили ее и не давали ей шансы на победу. Взгляд Шисуи на минуту стал другим. Будто бы он вспомнил нечто похожее из своей жизни. Я встал со скамейки. Шисуи удивленно взглянул на меня и спросил: «Куда вы, капитан?» «Я хочу поиграть. Думаю, та девочка нуждается в тех, кто бы мог развеселить ее. Пойдешь со мной?» «Я...» – проговорил Шисуи радостно, но затем стал грустнее и серьезнее. «Я шиноби-листа. Все же нужно сосредоточиться на задании». Я склонил голову немного на бок, положил руку на плечо мальчика и, глядя в его глаза, добродушно сказал: «Да, ты шиноби, Чунин Шисуи. Мало того, ты прекрасно справляешься, несмотря на свой возраст. Но все же ты также ребенок, и это не стыдно признать, ведь это не недостаток или слабость, а всего лишь истина. Хоть сейчас идет война, и каждому приходится подавлять в себе чувства и эмоции, но, быть может, если бы мы их проявили, то было бы гораздо меньше жесткости. Если бы мы научились понимать других, то не делали бы того, что совершаем сейчас. Капитан, я никогда не стремись лишиться эмоций, Шисуи. Если тебе не по душе то, что происходит сейчас в мире, то я с тобой согласен. Если тебе грустно и хочется плакать, я тоже это понимаю. Но также, если вдруг внутри твоего сердца, в самом уголке души есть место для небольшой радости, детского оптимизма и чистой улыбки, то сохрани их и никогда не теряй, ведь это твое сильнейшее оружие против всей тьмы, что может в один момент нависнуть над тобой. Когда я закончил монолог, Шисуи стоял с опущенной вниз головой. Он сжимал маленькие кулачки. Я заметил, как на землю упали 2 слезинки. Мальчик шмыгнул носом, затем поднял голову и лучезарно улыбнулся. «Капитан, можно сегодня я побуду немного ребенком?» – спросил он с искренней теплотой. «Да, конечно. Честно говоря, мне тоже надоело играть во взрослого», – отметил я, почесывая затылок. Именно. Весь день я только и играл в него. Хоть я и так зрел психически, но новая жизнь отличается от той. Быть может, здесь я и есть самый что ни на есть ребенок.
Шисуй подошел к девочке, та с испугом посмотрела на него. Остальные ребята начали дразнить моего товарища, называя его чужаком. Однако Шисуй не расстроился, не обиделся на них. Наоборот, приветливо улыбнулся всем детям, а затем создал теневого клона. Девочка удивленно посмотрела на него, а затем захлопала в ладоши. «Давай играть в догонялки вместе!» Девочка вытерла слезы и хлопнула Шисуй по ладошке, передавая Ваду. Старшие ребята сначала с недовольствием смотрели на девочку и Шисуй с клоном, а затем, пожав плечами, подошли к ним и попросились в игру. На удивление, мой товарищ грамотно все распределил, поэтому теперь не было тех, кого дразнили или обижали за неспособность догнать других. А что до меня, эта картина напомнила о времени, когда я, Какаши и Рин играли на детской площадке. Конечно, Какаши вечно побеждал. Стоп, а это точно хорошие воспоминания. Шисуй шепнул на ушко малютке, которая кивнула и передала ему роль того, кто должен догонять. Тот подошел ко мне. «Капитан», – тихо начал он. «Да, что-то не так?» – обеспокоился я. В эту секунду Шисуй поднял голову, вновь улыбнулся и, шлепнув меня по плечу, добродушно выкрикнул: «Теперь выводите!» После этих слов он убежал к ребятам. На секунду я опешил, но тут же пришел в себя и, закатав рукава, заявил: «Ну все, готовьтесь, уж я-то точно всех поймаю!» Дети весело завизжали, разбегаясь кто куда. Ну, естественно, Шисуй не визжал. Наши игры продолжались длительное время. Маленькие дети сплотились против меня, спасая друг друга. Вот же засранцы. Но это вовсе не злило меня, наоборот, вызывало теплую улыбку. Благодаря незамысловатой игре эти ребятишки стали лучше узнавать сильные и слабые стороны своих товарищей. Конечно же, Шисуи приложил к этому руку, он грамотно руководил ими. Когда видел, что ситуация складывается не в лучшую сторону, этот мальчик однажды станет великим шиноби. Я чувствую. «Ай, Шисуи, черт тебя подери! Опять ты используешь клонов!» – крикнул я, поймав не того. «Капитан, при всем уважении в правилах не говорилось, что я не могу этого делать», – добродушно ответил тот. «Фу, все, ваша взяла, и я сдаюсь». «Ура!» – воскликнули дети. «Такой большой, а поймать нас не смог!» – выкрикнул один из мальчишек. «Да-да!» – поддакнул второй. Гул усиливался. Нет, не то чтобы мне обидно, но так хочется дать им подзатыльников. Ситуацию спас Шисуи, который сел на колено, чтобы быть с детьми на одном уровне. «Вы не совсем правы. Капитан, он очень силен и быстр. Просто если бы он применял все свои способности, игра бы была короткой». Ребята переглянулись и восхищенно заголосили, смотря на меня. Маленькая девочка, что ранее была изгоем, теперь почти не выделялась из общей компании. Она подергала Шисуи за рукав и невинно спросила: «Братик Шисуи, а это дядя что, сильнее тебя?» «Еще бы», – утвердительно и беззаботно кивнул Шисуи. «Даже я не знаю его истинной силы». Глядя на их диалог, на глаза навернулась одинокая слезинка. «Капитан, что с вами?» – спросил мой товарищ озадаченно. «Я вас как-то обидел?» «Нет», – шмыгнул я носом. Я... дядя. Боже, неужели я так старо выгляжу?» Шисуи удивленно моргнул черными, как ночь, глазами, а затем рассмеялся. «Не перестаю вами поражаться. Тебе смешно? Вот назовут тебя дядей в 13 лет, посмотрим, как ты отреагируешь», – взмолился я. В эту минуту родители стали звать своих детишек домой. Они вежливо поклонились мне и Шисуи, поблагодарив за отличную игру. Так все постепенно разошлись. Кроме нее, девочка стала озираться по сторонам. На ее изумрудного цвета глазах появились слезы. Я подошел к ней и ласково спросил: «Почему ты плачешь? Не помнишь дороги домой?» Та утвердительно закивала. Ее тонкий голосок прорезался сквозь шмыганье. «Я должна была играть у дома, но ребята так весело играли, и я пошла за ними. Где же мой дом? Где папочка?» Ситуация и правда нехорошая. Не можем мы оставить малютку одну темным вечером на улице. Ее отец наверняка места себе не находит. «Ты помнишь, как выглядит твой дом?» – спросил Шисуи, поглаживая ее по голове. «Да, он такой маленький, из дерева. А еще там есть садик. Мы там растим овощи и скамеечка». «Похоже, это дом где-то в начале деревни, если учитывать то, что разделение идет на промышленную и сельскохозяйственные зоны», – задумчиво проговорил я, выслушав описание. «Согласен, тогда это сужает круг поисков». «Не стоит медлить, нужно проводить малышку до наступления темноты», – сказал я. «Я займусь этим», – уверенно ответил Шисуи, протягивая руку девочке. Та вцепилась обеими ладошками, будто бы боясь, что ее новый друг вот-вот испарится и она останется вновь одна. «Я помогу тебе, не волнуйся». «Не стоит, капитан», – спокойно отрезал Шисуи. «А? Почему?»
Мы так заиграли, что забыли о поисках еды на ужин. Если ничего не пронесем, то это может стать проблемой. Поэтому нам лучше разделиться. Вы более авторитетная фигура, оттого и местные с вами пойдут на контакт. Я же помогу девочке найти ее дом. Как тебя зовут? Как всегда рассудительно и спокойно проговорил мой товарищ, а затем обратился к смотрящей на нас испуганной малышке. Тайо, какое у тебя светлое имя, заботливо ответил он. Давай найдем твой дом. Да, спасибо, братик Шисуи и дядя капитан. Ай, вновь расстроился я. Тая, зови меня Обита, ну или братик Обита. Хорошо, дядя Обита. Непринужденно улыбнулась девочка. Да что ж такое, вздохнул я. Хорошо, Шисуи, поступим так, как ты спланировал. Если что, встретимся на этом же месте через час. Есть, я не подведу вас. Знаю, тогда до встречи. С этими словами я помчался выполнять свою часть задания, оставляя Шисуи и Тая одних. Мой товарищ меня не обманул. Если местные, что живут в промышленной зоне, еще терпят шиноби листа, то крестьяне на дух нас не переносят. Я старался посещать дома, в которых были большие хозяйства. Многие просто не открывали двери, иные же в грубой форме давали отказ. Я лишь смиренно склонял голову в знак извинения за причиненные неудобства. Солнце уже почти ушло за линию горизонта. А я так и не добился успеха. У меня на примете остался лишь один дом. Я устало постучался в массивную деревянную дверь. Рослый мужчина средних лет открыл дверь спустя нескольких моих настойчивых попыток. Для меня он оказался просто огромным, будто бы массивная скала вывалилась в дверной проем. Его серые глаза смотрели безразлично и холодно. Я слегка торопел от вида столь мощного человека. Так мы молчали несколько секунд, которые казались бесконечными. «Чего тебе, парень?» Я бы хотел узнать, нет ли у вас еды на продажу?» В этот миг гигант присмотрелся ко мне. Его брови сдвинулись, лицо приобрело вид негодования и злости. «Так ты шиноби скрытого листа, так?» «Да», — ответил я, предчувствуя неладное. Мужчина ударил кулаком в дверь, оставляя на ней вмятину. «Радуйся, что ты еще сопляк, иначе это была бы твоя черепушка. Такой у меня разговор с вояками вроде вас. Проваливай!» Когда тот уже хотел захлопнуть дверь, скопившиеся от десятков неудач эмоции вырвались наружу. «Сопляк я или нет, я все еще шиноби в своей деревне. Сейчас я пришел с добрыми намерениями. Не взять бесплатно, не украсть, а именно купить у вас еды, если таковая имеется». На секунду мне показалось, что гигант сейчас устремится на меня в атаку. Его глаза стали еще злее. Он выдохнул и произнес: «А разве это мое дело? С чего ты вообще взял, что у меня есть что-то лишнее? Ну, ваш двор намного больше остальных. Везде грядки, плодоносные деревья, куча инструмента для прополки. Может, это и не показатель, но раз просили, то значит я попал в точку», — проговорил я, пытаясь вернуть самообладание. «Ты слишком много думаешь для недомерка. Мой ответ — нет. Если ты не свалишь отсюда, я вышвырну тебя, раз уж ты из себя шиноби возомнил». «То есть нормального разговора не получится?» — спросил я, слегка меняя центр тяжести, чтобы быть готовым к удару. «Ха, упрямый щенок!» — выкрикнул тот, замахиваясь на меня кулаком. Сначала я думал увернуться, но заметил, что его движение было сделано не для того, чтобы нанести мне вред. Через секунду я в этом убедился. Огромный кулак остановился в нескольких сантиметрах от моего лица. Гигант убрал ручище и пробасил: «По крайней мере, ты не трус. Это хоть что-то. И раз не стал отвечать, значит, и правда зла не желаешь. Однако я не собираюсь тебе помогать. Здесь и без твоих проблем бед хватает, так что проваливай». «Папочка!» – прозвучал радостный и до боли знакомый голос. Я обернулся и увидел Тайо вместе с Шисуи. Девочка весело махала маленькой ручкой своему отцу. «Тайо, отойди от него!» – крикнул отец, делая рывок вперед. Я преградил ему дорогу, выставив руку вперед. «Спокойно, это мой товарищ. Он не причинит вашей дочери вреда. Мы лишь помогали ей найти дорогу домой». Гигант перевел глаза на меня. Его взгляд был крайне беспокойным, но, видя мою уверенность, он выпрямился и выдохнул. Шисуи подтолкнул девочку, и та побежала к отцу. Большой и сильный мужчина поднял малютку вверх, прижимая ее к груди. Он ласково целовал ее лоб,
щеки, тер плечи, пытаясь согреть. Когда поставил на землю, строго проговорил: «Ты хоть понимаешь, как я волновался? Места себе не находил. Где я велел тебе играть?» «Во дворе, папочка», – виновато сказала Тая. «А ты куда убежала? Я всех соседей на уши поднял. Уже сам хотел побежать». «Нет, папочка, нельзя, там же «Тихо!» – сказал тот. Девочка насупилась и шмыгнула носом. «Я и сам знаю», – тихо проговорил отец Тая. «Просто мне так хотелось хоть с кем-нибудь поиграть, после того, как братик пропал». Гигант посмотрел на нас, затем отвернул голову в другую сторону и проговорил тихо-тихо, будто бы боясь чего-то. «Иди в дом, Тая, ужин стынет». «А ты?» «Я скоро буду». Ты ведь не обидишь братика Шису и дядю Обита, правда? Они играли со мной, когда все бросили, помогли дойти до дома. Обещай, что не обидишь». «Иди домой». «Я не прощу тебя, если с ними что-то случится, слышишь?» С этими словами девочка вся в слезах помчалась вглубь дома. Шисуи поравнялся со мной. Так, все втроем, мы застыли в безмолвной вечерней тишине. Наконец отец Тая проговорил: «Что, теперь небось награды от меня ждете, да? Знаете, что отказать мне совесть не позволит?» «Нет», — ответил я, смотря в его глаза. «Мы делали это не потому, что хотели поживиться. Не знаю, кем вы считаете Шиноби Канохи, но мы не монстры. Ни один из моих товарищей, что сейчас находится в вашей деревне, не бросит ребенка на произвол судьбы. Пойдем, Шисуэ». Мой товарищ почтительно поклонился, и мы собирались уходить, как вдруг громкий бас заставил нас обернуться. «Стойте!» Я остановился и взглянул на гиганта. В его глазах читался стыд и обида. Он виновато устремил свой взгляд в землю. «Я не собираюсь давать вам еду просто так, и денег мне ваших не надо. Тут они давным-давно потеряли ценность, но мне нужно несколько пар рабочих рук, чтобы убрать урожай, иначе он сгинет. Если вы способны не только железяками махать, тогда мы договоримся». «Мы поможем», — ответил Шисуи. «Просто так. Думаю, у вас есть дела поважнее. Так ведь, капитан?» «Да», — согласился я. «Показывайте, что нужно делать». Гигант согнулся еще сильнее, затем развернулся и жестом показал, чтобы мы шли за ним. Работы и правда было много для одного человека. Я и Шисуи создали несколько теневых клонов, которые помогали убирать фрукты и овощи. Сами же мы таскали коробки в специальный склад, пристроенный к дому, а отец Тая вышел к нам, когда мы уже все закончили. Он озадаченно почесал голову. Чтоб вас! Пара мальчишек сделала мою норму за день всего-то за 20 минут? Умение шиноби, да в нужное русло!» Мы вытерли пот с лица. Хоть это было и несложно, но времени было мало, поэтому мне и Шисуи пришлось работать быстро, чтобы успеть вновь приступить к поискам провианта. «В чем-то еще нужна помощь?» – спросил я, надевая пояс катаны. «Нет, на сегодня хватит работы». «Хорошо, тогда нам надо идти. Наши наверняка вернулись со своих постов, и мы обещали им найти еды». «А у самих-то нет головы на плечах? Или там такие же сопляки, как вы двое?» С ухмылкой проговорил гигант. «Нет», — ответил спокойно Шисуи. «Просто я сам вызвался найти провиант. Капитан мне помогает. У каждого в команде есть свои обязанности. У вас же тоже есть разделение труда, так ведь?» «Какой умник! Сколько тебе лет, парень?» 6 лет. «А капитану?» 13. «Надо же, даже возмущаться вопросу не стали», – удивился отец Тая, усмехнувшись. «Чертова война даже из детей взрослых делает раньше времени». На минуту глаза гиганта потухли. Он посмотрел в небо, на котором уже появлялись первые звезды, после чего мотнул головой и продолжил. «Значит, вот как поступим. Я вас никуда не отпущу, пока вы не поедите. Еды вам дам, сколько смогу». «Мы же сказали», – начал я, но меня прервал грубый мужской бас. «А ты не ерепенься, капитан. Я это делаю не как оплату труда, а просто так, потому что понравились вы мне шибко. Понятно?» «Да», – улыбаясь, ответил Шисуи. «Тая говорила, что вы очень добрый человек». «Болтает много. Дуйте в дом, я уже все накрыл». Развернувшись, мужчина протиснулся в узкий для него дверной проем. «Вижу, ты много нового узнал?» – спросил я у товарища. «Это был твой план? Хоть может так и показаться, но нет», – задумчиво ответил Шисуи. «Пока я ходил в стаю, то послушал разные истории. Мне и правда захотелось помочь ее семье просто так». Я положил руку на плечо мальчика и улыбнулся. «Знаю, но ты же все равно наперед продумал, так ведь? Я ведь шиноби, это уже как-то само собой получается», – ответил неловко Шисуи.
Поражаюсь, как ты словами можешь показать людям доброту своего сердца, а потом и подтвердить делом. Мне есть чему у тебя поучиться, Шисуэ. После этого я двинулся к дому. Мой товарищ, что замер на несколько секунд от услышанного, догнал меня и спросил. Я не думал, что вы знаете технику теневого клонирования. Не ты один. То же самое могу сказать о тебе, хотя я не удивлен. Мир полон неожиданностей и загадок, философски проговорил Шисуэ, при этом уголки его губ приподнялись вверх. Дом отличался от тех, что строится у нас в Конохе. Этот больше был похож на некую хижину в глубине леса. Сразу входя в жилище, попадаешь в просторную комнату, которая являлась столовой и приемной в одном лице, а от этой главной комнаты отходили остальные, а также кухня и ванная. Тая тихо сидела, сложив ручки вместе. Закончив молитву, она принялась за еду. Отец ее, несмотря на свои большие руки, бережно вытирал рот ребенка, который кушал крайне неаккуратно. Теперь при большем освещении мне удалось полностью его осмотреть. Черные волосы, серые глаза, небольшой нос с кучей шрамов, немного искривлен, большие массивные руки с кучей небольших татуировок в виде различных символов, значение которых мне было непонятно. Одет он был в нечто напоминающее кимоно, но с оторванными рукавами. Человек был настолько большой, что оно кончалось у него чуть ниже пояса. Казалось, будто бы ему мала эта одежда. На ней была куча заплаток из разной ткани. Роскошным его вид не назовешь. Хотя удивляться тут нечему, учитывая, что сейчас народ в бедствии. Мы молча ели. Никто не проронил ни слова. Даже звуки в этом месте будто бы приглушались. Иногда, правда, я слышал какие-то громкие выдохи за дверью в одну из комнат. Когда Тайо доела, то подергала отца за рукав. «Папочка, а можно мне Шисуэ почитать сказку?» «У этих ребят и своих дел много, Тайо». «Ну, он так на братика похож, ну, пожалуйста». «Тайо, хватит!» Строго, но тихо процедил он. Девочка грустно опустила голову, держа себя за подол платьица. Шисуэ поставил свою тарелку, поблагодарил за еду и, смотря в лицо гиганта, сказал спокойно и дружелюбно. «Мне несложно, у нас ведь есть немного времени, капитан». И я взглянул на Шисуэ, тот всем своим видом просил позволить ему это. Я кивнул и ответил. «Да, время есть еще». «Ура!» – воскликнула девочка. «Будет потом, что маме рассказать. Я в комнату, у меня есть книжка, которую братик постоянно читает, про солнышко и луну». Отец выдохнул, но было видно, что сдался под напором дочери. «Хорошо, если Шисуэ не сложно, то я не против. Только умойся и не шуми сильно». «Да», – мило прошептала девочка, целуя отца в щеку, и, взяв Шисуэ за руку, потащила в свою комнату. Мы дождались, пока девочка приготовится ко сну и дверь в комнату закроется. Наступила тишина. Отец Тайо принес чай и налил мне кружку. Я склонил голову в знак благодарности и отпил немного. Это было крайне вкусно. Наши взгляды неотрывно следили друг за другом. Наконец мужчина проговорил. «Чего так уставился на меня? Презираешь? Не нравлюсь тебе? Громкий, злобный, агрессивный мужик, да?» «Вовсе нет», – ответил я, ставя кружку на стол. «Можно вопрос?» «А, даже так? Ну валяй, после ваших поступков не ответить на него было бы свинством». «Вы ведь не злой человек, так почему вы столь нелюдимы?» От такого прямого вопроса отец Таи опешил, затем уставился на деревянную поверхность столика и сказал намного тише. «С чего ты взял?» «Ваш кулак, он не был нацелен меня ударить. Можете поверить, я в этом разбираюсь». «Шиноби, черт вас побрал бы, ничего не скроешь». «Да, не хотел я тебя бить, прогнать только». «Так почему все это?» Вновь спросил я, смотря в сторону двери, откуда вновь услышал интенсивный кашель и отдышку. А отец Тая на несколько минут замолчал, затем допил чай и вновь заговорил. «Если ты такой смышленый малый, то и сам видишь». «Возможно». Так скажи-ка мне, чего ж ты понял?» Немного зло спросил он. «Ваша жена больна?» Гигант сломал своей рукой глиняную кружку, затем резко выдохнул пару раз. «Это не твое дело, парень». «Не мое, но со мной пришел талантливый Ирианин, она обязательно вам поможет». «Поможет? Да что ты говоришь? С чего это таких добряков сюда прислали? Молитвы что ли чьи-то дошли?» «Вы злитесь, потому что боитесь за любимых вам людей, но если расскажете, то клянусь, я сделаю все возможное, чтобы помочь вашей жене». «Клятвы?» проговорил безразлично мужчина. «Малыш, столько этих клятв я слышал и столько же давал сам, но многие из них никогда не выполнял
выполнялись. Ты слишком юн, чтобы это понять. Может быть, но я видел положение дел здесь. Был в вашей больнице, и не нужно быть гением или шибко взрослым, чтобы понять суть происходящего. Опять наступило молчание. Отец Тайо собрал осколки в кучу, вытер кровь с ладони и сказал: «Ты ведь не угомонишься, да? Только если не расскажете. Хорошо, будь по-твоему. Мне не хочется изливать душу ни тебе, ни кому-то еще, но если это поможет моей дорогой жене, то я переступлю через гордость». Я внимательно посмотрел на него. Мужчина выдохнул, вытер испарину со лба и продолжил. «Меня зовут Айзуру Козуко. С моей дочерью ты знаком. Моя жена Чужицу, ласково Чу. С моей дочкой ты знаком. Еще был сын, Цуки. Был? Да, погиб на войне. Сбежал с остальными и не вернулся, чертов глупец. Произнеся эти слова, Айзуру взял себя за волосы, наклонив голову. Я пытался его найти, да пришли шиноби скрытого камня, и мне пришлось вернуться назад, защитить моих девочек. Но я верю, что мой сын где-то там, быть может, еще живой. Я ощутил, как голос Айзуру надламывается. Он проглотил этот комок грусти и продолжил. Но беда не приходит одна. За время войны наше поселение истощилось. Работы было мало, я стал фермером, а моя жена все еще работала на промышленности, зарабатывая гроши, но потом она заболела. Мест в больнице нет совсем, а наша очередь придет не скоро. Медиков не хватает, чтобы помогать всем. И я это понимаю. Сегодня, когда моя дочка пропала, я должен был бежать за ней, но не мог оставить жену, у нее случился очередной приступ. Неужели никто не мог присмотреть за ней в это время? Нет. Дело в том, что один юрянин обучил меня уходу за больными. Только я знал, что и как делать. Не могу представить, что бы случилось с Чу, если бы она узнала о том, что Тайо пропала. Ваша жена в сознании? И да, и нет. Она иногда приходит в себя, но я оставляю ее и Тайо одних, чтобы дочь могла поговорить с матерью. Я обманываю, что мама просто крепко спит от усталости, но думаю, что Тайо все понимает. Она смышленая девочка, и это ужасно. «Вы сильный человек, Айзуру, не сдавайтесь», – проговорил я, смотря в его глаза. «Толку от моей силы, парень, если я даже не могу семью уберечь. Полжизни сам воевал, сидел в тюрьмах, обвиненный в предательстве. Видать, расплата меня настигает за все это дерьмо. Сколько не думай, один исход. Подохнем тут, как цуки. Как только мы одолеем шиноби скрытого камня, ваша деревня сможет вновь прийти в мирное русло». «Скрытый камень?» – возмутился Айзуру. «Парень, ты здесь сколько, а я здесь всю жизнь. И скажу тебе так. Деревню скрытой травы погубили не воины с другими деревнями». «А с кем же?» – сосредоточился и спросил я. «Фу, неважно. Это уже наше дело. Скажу одно. Покуда есть деревня скрытой травы, в ней всегда будут те, кто желает больше, чем мир и процветание. И с каждым днем шансов победить этот злой рок у нас все меньше и меньше. И теперь вы возьмете и будете ждать конца?» – спросил я, смотря в чай и видя свое отражение. «Отступитесь и примете судьбу?» «Послушай, да что ты знаешь?» – начал агрессивно Айзуру. «Нет, это вы послушайте!» – громко сказал я, но увидев, как дверь слегка отодвинулась и пара черных глаз внимательно начала смотреть на нас, после чего я уселся поудобнее, положил руки на стол и продолжил спокойнее. «Вы сейчас скажете, что я сопляк, который жизни не видел, ребенок, которого послали на войну, и что таких, как я, убивают зазря в угоду политике, и будете правы. Однако это лишь доказывает мои слова о том, что вы склонили голову и подчинились этой череде неудач, приняли правила этой игры и предали все, за что боролись вы и ваш сын. Что? Оставите вашу дочку на произвол этого жестокого мира или все-таки перестанете ныть и сделаете, казалось бы, невозможное? Может показаться странным, но вы мне напоминаете отца, моего друга. Ваш взгляд, забота, даже показанная строгость. Он отдал жизнь за то, что любил всем сердцем, хотя живым мог принести столько пользы, что, наверное, представить невозможно. Но он выбрал любовь, выбрал верность своим идеалам. Я думаю, в глубине души он чертовски боялся, что будущее все равно будет ужасным для того, кого он стремился защищать и любил так,
как и вы, но будущее для нас закрыто, а настоящее дано. Поэтому я буду делать то, что могу сейчас, изменять мир с каждым днем своей жизни и помогать тем, кто еще не смог найти своего пути. Я не желаю войны, хочу ее прекратить. Именно поэтому я хочу приобрести эти связи, что связывают нас всех, показать, что мы все способны любить и построить мир, полный хороших моментов, как бы плохо иногда не было. Я закончил и допил остатки чая. Губы Айзеру тряслись, а пальцы нервно тарабанили по столу. «Я не понимаю, почему ты, юнец 13 лет, отроду говоришь так? Дети не могут такого говорить. Дети должны радоваться жизни, а не делать работу взрослых, ведь ваше время еще только должно настать. А мы? Что же тогда делаем мы? Видимо, одни лишь ошибки, раз будущее поколение, наши дорогие дети делают работу за нас, упертых лбов, что сбросили это на самых дорогих нам людей, на наше светлое будущее». Я встал, подошел к нему и положил руку на плечо. Именно поэтому нельзя сдаваться, чтобы не допустить такого в будущем. Не знаю, как вы, но я буду идти к своей мечте, во что бы то ни стало. В эту минуту Шисуи вышел из комнаты, тихо закрывая дверь. Айзеру посмотрел на него вопросительно. Мой товарищ слегка кивнул. Отец семейства склонил голову в знак благодарности. «Нам пора. Наши товарищи уже заждались». «Да, подождите снаружи немного, капитан», – тихо произнес Айзеру. Мы стояли несколько минут. Айзеру вышел с увесистым мешком и протянул его мне. «Тут все свежее, но лучше сразу приготовить. Я не знал, сколько у вас бойцов и что они любят, поэтому собрал все понемногу. Надеюсь, этого хватит». «Благодарим вас», – сказал Шисуи, склонив голову. «Да, большое спасибо за то, что не прогнали и поделились последним. Я бы не простил себя, если бы поступил иначе. Надеюсь, что несмотря на то, как тут относятся к вашим товарищам, вы не держите зла на деревню, хоть это не оправдание, но кто бы сюда ни приходил, приносил нам лишь страдания». «Мы понимаем», – ответил я, добродушно улыбаясь. «Поэтому тем больше будет удивления, когда докажем всем обратное». Вот же упрямый ты, капитан. «Всего хорошего, господин Айзеру. Я обязательно вернусь медиком», – сказал я, протягивая руку, сжатую в кулак, в его сторону. «Спасибо. Слушайте, дам один совет на дорогу. Как только закончите миссию свою, то уходите из скрытой травы как можно быстрее». «Почему?» – спросил Шисуи, слегка прищуриваясь. «Есть вещи, которые должна решать не Каноха, а именно мы, и это только наш путь. Давно пора его закончить, поэтому просто сделайте это». Хорошо». Я и Шисуи еще раз поклонились и отправились в наше жилище. Продолжение следует.